Всегда ли доброта и хорошие отношения – это всего лишь доброта? Или иногда это бывает коварный способ манипуляции? Мы сегодня поговорим о том, как нарциссы могут использовать доброту или такое вроде бы как кажущееся хорошее к тебе отношение как способ, чтобы использовать тебя. Когда вы сталкиваетесь с тем, что человек добр к вам, то есть он старается вам как-то помочь, он учтив, он говорит вам приятные слова. Это может говорить как о том, что этот человек действительно как-то вы ему симпатичны. Или, скажем, это человек, который имеет какие-то альтруистические такие намерения, он в принципе как-то любит близким людям помогать, и вас он считает человеком, который какое-то имеет для него значение. Либо это проявление нарциссических черт этого человека, и он старается сейчас говорить вам приятные слова и делать какие-то условно такие в ваших интересах действия, чтобы сформировалась эмоциональная сцепка, чтобы потом он мог вас контролировать. Как в этом разобраться? Конечно, вы можете полагаться на свою интуицию, либо на предыдущий свой опыт. Если у вас ранее был опыт общения с нарциссом, вы можете сразу увидеть, что здесь есть какая-то такая ложность, фальшивость, какая-то такая что-то надутость этой доброты. Но не всегда у нас есть такой негативный опыт, не всегда наша интуиция настолько сильно развита, что мы ее можем услышать. Поэтому также есть определенные способы, как можно проанализировать, что это за поведение человека. Это искренняя доброта или это попытка вас использовать. В ситуации, если человек на старте ведет себя очень хорошо по отношению к тебе, то здесь два варианта. Либо он к тебе хорошо относится, потому что ты его интересуешь, и он хочет как-то сблизиться, тогда тебе повезло, и это просто человек, который свои какие-то комплименты говорит искренне. Либо это человек, который хочет тебя как-то использовать, но пока ему нужно сформировать эмоциональную привязку, он закидывает наживку и ведет себя, так сказать, причесанно. То есть он ведет себя как-то, старается говорить то, что ты, скорее всего, хочешь слышать, чтобы расслабить тебя и заставить тебя как-то быть помягче, так сказать. Как в этом разобраться? Прежде всего, стоит обратить внимание на интенсивность этого контакта. Дело в том, что когда человек замечает кого-то, кто ему интересен, и начинает с ним как-то сближаться, то кроме того, что он, конечно, как-то показывает свое расположение к этому человеку, он в этот же момент начинает эти отношения наделять некоторой значимостью и ценностью. И это приводит к тому, что он начинает несколько уровень тревоги у него немного повышается, и он, с некоторым волнением с тобой будет общаться. То есть ты понимаешь, что человек тебе говорит какие-то комплименты, приятные слова, но они значимы для него, и они ему даются, не так, чтобы совсем легко. Он не прям так говорит, первое, что в голову придет, ляпнет, что ляпнет. Он их как-то подбирает, и здесь есть какое-то такое ощущение значимости. Если же человек тебя использует, то, как правило, он начинает сразу говорить все, что знает, все комплименты со всех, так сказать, калибров тебе, и это можно почувствовать. Если у тебя развита эмпатия, ты можешь прочувствовать, что человек ведет себя по отношению к тебе как-то по-доброму, но в этом либо есть какое-то это ощущение значимости и ценности, либо в этом очень много такого, сироп пересиропленный. В этой ситуации еще имеет значение твой голод по отношениям, голод по контакту. Если, предположим, давно хочется каких-то людей в своем кругу, или скажем, если тут наклевываются отношения, давно хочется отношений, и вдруг появляется какой-то человек, который начинает тебе говорить вещи, которые ты так сильно хочешь услышать, то ты их будешь слышать даже там, где их не нужно слышать. То есть ты будешь вкладывать свое значение, своей ценности в комплимент этого человека или в его какое-то такое, доброе поведение, а не понимать и стараться считывать, что у него там за мотивы, какой у него этот эмоциональный контекст в том, как он себя ведет. Поэтому тоже имеет значение прорабатывать себя, если у тебя есть напряженная такая неудовлетворенная потребность в общении, то с такой потребностью где-то общаться с какими-то людьми немножко опасно. Это, знаете, как голодному идти в супермаркет, ты там наберешь все на свете. Еще один способ, как можно понять, что этот человек, который вроде к тебе хорошо относится, такой добряк с медом на устах, напротив тебя это нарцисс. Нужно проанализировать хотя бы небольшой дневник этих отношений. Если ты видишь, что человек, с которым ты общаешься, он вроде бы ведет себя так, дружественно, именно что по-доброму, но вдруг моментами возникают ситуации, когда он как будто бы как-то тебя немножко так ранит, он как будто бы обесценивает, становится холодным, каким-то таким нарочито невнимательным, то тогда возникает вопрос, а что это происходит вообще? Либо у человека какая-то такая мозаичная форма вообще выстраивания отношений, когда я, доктор Джекил и мистер Хайд. Либо это ситуация, когда это человек притворяется, но в какой-то момент у него заканчиваются силы притворяться и проскальзывает его такое истинное какое-то нутро. Конечно, в любых отношениях, даже в очень коротких, можно попасть на ситуацию, когда у человека, какая-то сторонняя проблема с кем-то там из родственников на работе, еще где-то, и вы попали под его какое-то увидели его в таком настроении, когда он просто отвлечен. Но опять же, нужно понимать, что, как правило, у людей какие-то такие факапы эмоциональные, они не происходят постоянно с какой-то регулярностью. Это когда-никогда происходит, еще надо на это попасть. Если вы понимаете, что это человек, который
просто заверяет вас в своей какой-то искренности, к своей какой-то симпатии и лояльности, что он так хорошо к вам относится. Если там это, скажем, прям мужчина, который с женщиной там ухаживает, прям он так вот вас прям люблю, туфли куплю и все такое, но при этом периодически, с завидной регулярностью, он куда-то либо пропадает, либо как-то начинает так шутить, что вас это обижает, либо какие-то вот такие, видны какие-то такие шипы, то, ну, либо это человек, который просто притягивает к себе в жизнь какие-то неприятности, опять же возникают вопросы, что там с ним происходит, либо он на самом деле притворяется и вот проскальзывает его вот эти такие, знаете, подавляемые интенции. То есть он хочет на самом деле вас уже начать как-то вот там использовать, контролировать, эмоционально раскачивать, но пока он еще старается быть таким сиропным, но все равно оно проскальзывает, прорывается в каких-то, ну, так сказать, между строк. А в гармоничных отношениях, которые можно назвать здоровыми, люди находятся вместе, знаете, вот в этой вот в понимании и осознавании ценности этих отношений. Это такой связующий базис этих отношений. Мне еще нравится такое старое выражение «добрые намерения», что в отношениях важно, чтобы было доброе намерение выстраивать отношения, и это доброе намерение должно быть взаимное. Если вы сталкиваетесь с тем, что человек вроде бы как заходит в отношения с какими-то добрыми намерениями, но вы замечаете, что эти добрые намерения, они такие, знаете, как пустышка такая глиняная, то есть вот тронь, оно рассыпется, то в таком случае получается, что это вот манипуляция. К сожалению, без того, чтобы вот так вот тронуть хотя бы, чтобы попробовать их, часто бывает невозможно отличить истинные добрые намерения и вот эту вот такую доброту, которая как волк в овечьей шкуре. Поэтому в отношениях с нарциссом действительно нужно хотя бы некоторое время побыть для того, чтобы почувствовать, что там происходит. Часто я сталкиваюсь с тем, что люди, особенно которые вышли из травматичных, разрушительных отношений ранее с нарциссом, затем не входят в отношения, только заметив, только что-то учуяв, что-то, что напомнило им об их предыдущих отношениях, и им не удается выстроить отношения в принципе. Поэтому у меня есть курс про отношения, ссылка будет под видео, там где мы работаем над тем, как выйти из разрушительных отношений с нарциссом, чтобы можно было выстроить новые отношения. Также, если ваш случай требует индивидуального разбора, можете записаться ко мне на консультацию. У меня под каждым видео есть ссылки на мои соцсети. Пишите мне личное сообщение, мы с вами работаем. Ну а вы поделитесь в комментариях, если когда-нибудь у вас был такой опыт, что вы сталкивались с нарциссом, и вот его эта фальшивая доброта, как вы ее раскусили, на что вы обратили внимание. Я буду вам очень благодарен. Если эта тема вам понравилась, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня, берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.